что мы с вами знаем про Алису Лью? Мы знаем то, что Алиса Лью – это американская фигуристка, которая стала звездой на Олимпийских играх в Милане 2026 года. Она абсолютная чемпионка и победительница по фигурному катанию. Но сегодня я бы хотела поговорить не о том, как она реально каталась классно. Я с огромным удовольствием посмотрела ее выступление. Это потрясающе. И они, правда, заслуживают внимания. Но я бы хотела с вами поговорить о том, о чем говорит ее лицо. Потому что я физиогномист. Зовут меня Елизавета Царькова-Голофаст. И здесь, на своем канале, помимо того, что я говорю о каких-то очень умных и страшно полезных для жизни вещах в своих видео, как специалист, и эти вещи зачастую могут быть немножечко скучными. Да, они полезные с одной стороны, но с другой стороны они скучные. Кроме этого, я делаю физиогномические разборы лиц известных людей, в основном мирового уровня. Но точно так же я могу сделать разбор любого лица, которое покажется интересным или о чем попросите вы. Поэтому пишите в комментариях, чье лицо вы правда хотели бы увидеть на моем физиогномическом разборе. Кроме того, я тренер по гимнастике для лица, и по средам выходят выпуски видео на тему техники естественного омоложения. Кому это интересно, в большинстве случаев это женщинам, и все, что с этим связано, вы можете посмотреть у меня в ленте. Отличительной особенностью моих видео про фейсбилдинг и все, что с ним связано, является то, что там я всегда в своей тренерской майке, потому что я как тренер, у меня есть форма, и вот в майке я занимаюсь со своими ученицами, я веду индивидуальные курсы по фейсбилдингу, и в этой же майке я снимаю видео для того, чтобы вы чисто визуально могли отличить. Хорошо, мы отвлеклись. Давайте сегодня поговорим про прекрасную девушку Алису Лью и о том, какие черты лица говорят о некоторых особенностях ее характера. Есть несколько моментов, на которых я хотела бы остановить свое внимание. Итак, вот здесь есть прекрасная картинка. Также вы все знаете вот эту фотографию, возможно, из сетей, из интернета. Есть у меня вот такая схема. Специально я прямо срисовывала с ее лица. Да, я люблю порисовать схемы. И я хотела бы остановиться на нескольких моментах. Всегда, когда вот есть люди, которые чего-то достигают или наоборот что-то делают в этой жизни, меня занимает вопрос. Первое, их мотивация, почему они делают именно это. И если у меня нет возможности задать вопрос напрямую, я могу просто проанализировать лицо, как это было в случае с Эпштейном, да? Никто уже не может задать ему вопросы. Есть это видео, вот здесь вот посмотрите, пожалуйста, Эпштейна я уже разбирала. И это не последний раз, когда я коснусь темы, где он задействован, потому что будет еще. Далее, и второй вопрос. Каким образом человек мог достичь того, чего он достиг, того, что он имеет? Выражаясь простым языком, это каковы ресурсы есть у человека для того, чтобы что-то делать. Мы с вами говорили в прошлый раз про Илью Малинина, да, и про его провал. И я в этом видео коснулась, какими ресурсами он обладает. И эта ресурсность, она у него выражена на лице в виде четкой, мощной челюсти. Но если мы посмотрим на фотографию Алисы Лью, здесь нет четкой, мощной челюсти, которая позволяет вот достигать, которая позволяет заниматься вот именно достигаторством. Нет в других языках этого слова. Вот таким долбать в одну точку, бить, продолжать тренировки, продолжать прикладывать усилия для того, чтобы получить желаемый результат. У нее этого нет. У нее, посмотрите, пожалуйста, внимательно, вот одна фотография, вот вторая, у нее легкая челюсть. Я не могу сказать, что самая легкая, нет, но она у нее не ударная, и она у нее не мощная. Вопрос, за счет какого ресурса она получила такой потрясающий результат? Смотрим на черты ее лица. Первое, что мы видим?
Вот схема. Что мы видим? Мы видим большой рот. У нее большой рот. Не потому, что она везде много улыбается, а у нее в принципе большой рот. И большой рот нам говорит о наличии амбиций. Вспоминаем. Большие рты. Рот — это про захват ресурсов, про захват власти, сферы влияния, энергии, денег, развития, да? Про захват территорий. И у нее этот захват ей дается легко, потому что у нее вот ярко выраженные амбиции. Я хочу и я беру. И где можно взять еще? Какие возможности существуют еще? Каким образом я могу взять еще? Первое. Ею движут амбиции. Но давайте вернемся ненадолго к биографии Алисы. Там есть такая деталь, как пауза. В 16 лет, в 22 году, она громко ушла из спорта, заявив об эмоциональном выгорании. Она устала. Это нормально в ее случае. Я говорю нормально, потому что сейчас об этом пойдет речь. И вы поймете почему. Она устала, она выгорела от большого количества тренировок, от бесконечного прикладывания усилий. У нее недостаточный запас мощности для того, чтобы выдерживать такие нагрузки. Про челюсть мы сказали. И второе. У нее на лице есть такая деталь, которая говорит о том, которая, скажем так, объясняет, почему у нее наступило выгорание. У нее маленькие ноздри. Здесь на схеме я тоже отметила, у нее маленькие ноздри. Но вы можете посмотреть любые ее фотографии, любые ее видео, маленькие ноздри. Что значит? Смотрите, у нас есть нос внутри место, через которое проходит воздух, оно выслано тканью, которая позволяет проникнуть определенному количеству кислорода в организм. Если ноздри маленькие, кислорода в организме, да, и все остальное идет в легкие. Если ноздри маленькие, это говорит о том, что организм получает мало кислорода, и он работает в таком режиме, где он может использовать небольшое количество кислорода. У нас в физиогномике есть четкое понятие, прямо четкое определение, что люди с маленькими ноздрями не могут пахать от рассвета до заката, пить кофе и потом пахать еще от заката до рассвета. И я сейчас обращаюсь к всем людям, у которых маленькие ноздри. Вам нужно делать паузы. Вам нужно делать паузы. Вы не ломовые лошади, вы не вытягиваете. Делайте паузы. 2 часа поработал, кофе-брейк. 2 часа поработал, сиеста. Гормональное расписание я опубликовала в понедельник. Вот там очень хорошо сказано, когда имеет смысл совершать активные действия, а когда нужно отдыхать. Вот вам надо отдыхать приблизительно в 3 раза, иногда в 4 раза чаще. Потому что маленькие ноздри – это про недостаточную способность впрячься и работать без остановки. Для вас это губительно. Люди с таким маркером, да, лицевые маркеры мы их называем, должны ходить скорее не раз в год в отпуск на месяц-полтора, а каждые 3 месяца. И в течение рабочего дня обязательно делать паузы. Она выгорела, потому что ее тренировки были очень интенсивными, у нее очень много, у нее был быстрый прогресс, у нее было очень много успехов. Вот эта результативность, она должна откуда-то браться. Она много работала, и поэтому у нее не хватило сил. Она 2 года отдыхала, и 2 года назад, в 2024 году, она вернулась полностью обновленная, полностью перезагруженная. И что она сказала? Что она сказала людям? Она сказала: теперь я буду кататься только в свое удовольствие. Это важно. Мы сейчас почитаем это на ее лице. Первое. И второе. Только на ее условиях. Поэтому имидж, весь антураж, музыка, это все делается, полностью согласовывается с ней. То есть она диктует свои условия, и она делает то, что ей нравится. Как мы можем понять, это правда или нет? Это правда читается с ее лица. Обратите, пожалуйста, внимание на ее носогубные складки. Смотрите, это молодая девочка. Они еще пока ярко не выражены, но направление формирования уже есть. Направление формирования носогубных складок у нее идет далеко мимо рта. Линия, посмотрите, идет на импульсный желвак.
вот сюда, то есть далеко от рта. Если рот у нас проматериальное и носогубные складки, которые идут к рту, говорят о том, что у человека идет четкая мотивация материального характера. Я хочу заработать денег, поэтому я прилагаю усилия для того, чтобы это сделать, чтобы этого достичь. У людей, у которых носогубные складки направлены в сторону импульсного желвака, то есть вот такой вот крышей дома, крышей домика, говорит о том, что эти люди кайфушники. Да, вот есть прямо такое слово, кайфушники. Эти люди, которые получают удовольствие от жизни. И для них это самое важное. Безусловно, это удовольствие может приносить деньги, но основным мотивом, побуждающим таких людей к действию, является не материальная составляющая, а является кайф, удовольствие от жизни. Пойдите, пожалуйста, все посмотрите на себя в зеркало, у кого носогубные складки направлены далеко от рта, вот такие ровненькие, на импульсные желваки, вот так вот. Вот вы кайфушники. Вот для вас прежде всего должно быть удовольствие. Все остальное потом приложится. Понимаете? Вот у нее такие носогубные складки. И она говорит правду. Она говорит то, что чувствует, потому что у нее еще чувствительность очень хорошо развита. Очень хорошо развита. Вот, она правда катается в свое удовольствие. Сколько она заработает, ей не критично, но она будет получать деньги, потому что она делает то, что ей правда нравится. И это очень важно. Если вы до сих пор не делаете то, что вам нравится, поймите, какие у вас есть возможности поменять род деятельности и будьте как Алиса, потому что то, что она делает очень круто. Я полностью разделяю с ней эту идею, это стремление, и меня восхищают люди, способные быть настолько сильными, чтобы делать то, что им нравится в этой жизни. Есть еще один момент, на котором я хотела бы остановиться. Давайте вернемся к ее лицу. Скуловые точки. Вот они. У нее скуловые точки широкие. Смотрите, здесь мы можем коснуться вопросов генетики. Она имеет влияние, но небольшое. Ее папа китаец. Биографию Алисы Лью уже все смотрели, я думаю. Если нет, то вы можете посмотреть. Ее папа китаец. Для китайцев на генетическом уровне характерны, собственно, как и для подавляющего большинства азиатов, характерны круглые лица, более круглые. Почему? Круглолицость – это тактика. Это здесь и сейчас. Они в древние времена были очень сильно зависимы от природных условий, от тех условий, в которых им нужно было выживать. Поэтому им не надо было думать, не было смысла думать о том, что произойдет через 10 лет, через 20 лет, как это генетически привыкли к этому немцы, германцы, да, и европейцы, я имею в виду, и британцы, это такой самый яркий пример стратегов, стратегического такого мышления прямо. Вот, которая оторванная от ситуации здесь и сейчас, она находится вот где-то там в далеком будущем, планируют, составляют какие-то алгоритмы, да, то есть какие-то. Вот, нет. Большинство азиатов, круглолицые, живут здесь и сейчас. У них есть проблема, они ее решают. Поэтому скуловые кости у них в подавляющем большинстве широкие. Вы со мной будете спорить, что они все разные? Да, они все разные. Но я сейчас говорю о большинстве, о национальной, скажем так, национальной характеристике, которая проявлена на лице. Вот. И в этом случае, да, генетика играет большую роль. И мы тоже ее можем прочитать. Так вот, она живет здесь и сейчас. И широта скуловых костей. Есть у меня видео, вот посмотрите, про детей. Вот к детям это очень хорошо относится. Мамы здесь есть среди моей аудитории. Вот я мама, я говорила про своих детей. Посмотрите это видео вот здесь вот, пожалуйста. Вам будет полезно, потому что вы начнете лучше понимать своих детей. И вам станет легче с ними взаимодействовать. Я рассказываю там, раскрываю пару важных вопросов. И если вашим детям от 12 лет и старше, то вы можете уже воспользоваться этой информацией. Есть еще второе видео вот здесь вот. Оба можете посмотреть. Но это для мамы и для папы. Вот. Так вот, ширина скуловых костей отвечает за способность контакта с социумом, контакта с другими людьми, контакта с большим количеством людей. У нее эти точки расположены широко. Это говорит о том,
что ей нравится, она заходит в этот контакт легко. Понимаете, это важно. Она заходит в этот контакт легко. Она любит этот контакт. Ей нравится этот контакт. Она живет вот в этой горизонтальной плоскости контакта с социумом. Она очень социальная. Понимаете? И у меня есть предположение, что кроме ее личных амбиций, ее на каток вернуло желание быть в контакте с людьми, быть в контакте со зрителями, быть в контакте с собой, с этим катком, вот в этой горизонтальной плоскости со льдом, со всеми вот этими событиями, которые происходят вокруг нее. Вот что для нее важно. Она легко социально адаптируемая. И это является ее сильной стороной. И это является чертой ее характера, врожденной чертой. Она просто поняла, что ей это надо, и она может играть на этом. Несмотря на всю ее искренность, она очень искренняя, несмотря на все это, у нее есть прямые характеристики. То есть в этом ее ресурс, ее привлекает контакт, она чувствует, и она идет на него, и она получает от этого удовольствие, носогубные складки. И таким образом, через кайф от того, что она делает, она реализовывает свои амбиции. Большой рот. Теперь вам стал портрет олимпийской фигуристки немного более понятным, чем это было просто, чем это было до того, как вы посмотрели мое видео. Я надеюсь, что этот разбор вам понравился. Да, обратите, пожалуйста, внимание на все эти черты лица. Я могу еще сказать, что у нее немножечко, про посадку ее ушей, да, то есть они находятся на уровне носа. Вот она преследует цели и свои личные интересы. Вот, скажем так, нет, она преследует свои личные интересы. И она ищет возможности, собственно, она их имеет, эти возможности реализации своих личных интересов. Вот. Но это не то, что эго-амбиции, это другое. Она не идет на поводу у своих эго-амбиций. У нее этого нету, кстати. Вот. Итак, мне очень интересно получить от вас обратную связь. Что вы думаете на этот счет? Может быть, кто-то со мной не согласен. Мне очень нравится, когда вы делитесь своими эмоциями и своими размышлениями, своими позициями у меня в комментариях. И видео про Эпштейна и видео про Малинина хорошо это доказывают. Я вот думаю, напишите мне обязательно, кто хочет, может быть, кого-то разобрать еще. Но про злодеев, связанных, с Джеффри Эпштейном, я обязательно сниму видео, мне там есть чем с вами поделиться. Если вам будет это интересно, то, пожалуйста, дайте мне знать. Вот. На сегодняшний день я заканчиваю. Сегодня была пятница, по пятницам у нас всегда физиогномические разборы. Пожалуйста, видео про известных людей сложено в отдельном плейлисте, для того, чтобы вам было просто удобнее смотреть. Приходите на мой канал, оставайтесь со мной и приглашайте сюда своих друзей и знакомых для того, чтобы получать эту жутко полезную для жизни информацию. Вот. До новых встреч. Я желаю вам прекрасных выходных. Всех обняла.